Всем здравствуйте! Вы на канале Любовь в вязании и меня зовут Любовь. Сегодня немного необычное видео для моего канала, так как на моем канале вы привыкли видеть только видео мастер-классы по вязанию и мои руки, как я вяжу. Но за 6 лет ведения своего канала я решила снять немного другое видео, показать вам себя и рассказать вам о себе, о своем творчестве. И вот вязать я начала где-то с 18 лет. И вот моя любовь с крючком продолжается уже более 20 лет. Любовь к рукоделию у меня пришла от моей мамочки, так как с раннего детства всегда помню, у нас дома было много тканей, пряжи, крючки, иголки, спицы. Этого было очень много, так как у меня мама любит этим всем заниматься. Шитьем у меня немного не сложилось, у меня вот только любовь по вязанию, вот так и канал называется, Любовь в вязании. Вяжу я в основном только крючком, хотя немного иногда и спицами вяжу. И первое мое вязаное изделие, это была вязаная ажурная летняя кофточка из элементов. Мне мама показала, как вязать эти элементы, как их соединять. И вот я начала вязать свое первое изделие. Как сейчас помню, розовая кофточка и такие длинные рукава, и на манжетах вот 2 ряда были белой пряжей провязаны. Очень красивая кофточка, все обращали внимание, были комплименты. Конечно же, это очень приятно, как такое может не радовать. И потом я начала вязать и топики, и маечки, платья. И вот как-то в одном из журналов я увидела платье, связанное в технике ирландского кружева. Мне очень оно понравилось, но тоже не знала, как соединять эти элементы, вот как вообще сам процесс, вот технология вязания ирландского кружева. Мы тоже вместе с мамой начали его изучать, начали пробовать, и так получилось, что я связала первое свое платье в технике ирландского кружева. Я была очень рада, оно было очень красивое. И потом я вязала очень много изделий, это были и кофточки, и топики, и платья. Некоторые видеообзоры на мои изделия, это очень малая часть, есть на моем YouTube канале. Можете посмотреть, какие я вязала изделия. Ну, это очень их там мало. Потом я вязала шали, тоже пинетки, на продажу вязала. И как-то ко мне подошел мой брат и говорит, а почему тебе бы не сделать свой YouTube канал и там не вылаживать свои видео? Я как-то к этому не очень сразу позитивно отнеслась, потому что было больше вопросов, чем ответов, как снимать, как показывать, как заснять вообще этот мастер-класс, чтобы было понятно, как выложить на YouTube. И вот все вот эти вопросы, даже вот штатив какой должен быть, чтобы это было удобно снимать. Но потихоньку потом начала все-таки снимать видео, вылаживать их на YouTube. И вот благодаря моему брату у меня теперь есть YouTube канал, где я вылаживаю свои мастер-классы. Моя первая вязаная игрушка, вот я ее связала лет 13-14 назад, как сейчас помню, это была желтая лошадка с зеленой гривой, связанная из акриловой пряжи. Эту лошадку я связала для своего крестника на подарок. Она ему очень понравилась. И я начала
тогда вязать не только шали вот и пинетки, но и начала вязать еще и игрушки. И сейчас на моем YouTube-канале большинство мастер-классов по вязанию игрушек. Но в начале еще были ж мастер-классы и на шали, и на пинетки. И там на пинетке снимала мастер-классы не только я, а еще моя мама. И в некоторых комментариях мне писали даже, а почему вот в разных видео разные руки, разные голоса? Ну, потому что это снимает видео мастер-классы два разных человека. И потому вот получается, что разные голоса и разные руки. И так что в начале YouTube канал вела не только я, а еще моя мама. Мы вместе с ней, так сказать, начинали. Так как я и говорила, то сейчас в основном мастер-классы только на игрушки вяжу, потому что они меньше, их быстрее можно и связать. И сейчас мне это очень интересно, так как у меня есть маленькая дочка, ей скоро будет 4 годика. И вот Варюша у меня очень любит вязаные игрушки, она ими играется. И вам покажу, есть у меня вот такая ящерица, это ее любимая игрушка. Я бы никогда не могла подумать, что вот детям будут нравиться вот такие игрушки, потому что ее можно вот и за хвост поболтать, вот так подергать, и за лапы, и что хочешь с ней можно сделать. Так что, родители, имейте в виду, то, что нравится нам, взрослым, это не означает, что это нравится детям. Дети выбирают те игрушки, которым вот они могут придумать, как ими еще можно поиграть. И вот это вот любимая игрушка моей дочки. Хотя у нее есть много и зайчиков, и медвежат, и люлечек, и всего ей очень много навязывала. И сейчас я уже около года вынуждена проживать не у себя дома, я проживаю в Польше. Я думаю, все понимают, какая причина, почему. И хочу спросить у своих подписчиков, у своих зрителей. Возможно, кто-то тоже проживает сейчас в Польше, Варшава, околиці Варшавы. Может, кто-то знает, где будут проходить рождественские ярмарки. Возможно, не на улице, а где-то в помещениях будут ярмарки проходить. И могут мне подсказать, дать такую ценную информацию. Я оставлю свой Инстаграм, напишите мне туда, пожалуйста, буду очень вам благодарна. Ну, а может, кому-то из моих подписчиков или зрителей нужны готовые игрушки. Это, конечно, не все мои игрушки, у меня их намного больше. И кого-то заинтересуют игрушки и захотят купить уже готовую работу. И тоже можете мне написать в Инстаграм, и я не знаю, или возможно заснять видео, показать, какие у меня есть готовые работы в наличии, или я потом могу вам в Инстаграме прислать фотографии, ну, уже кто заинтересуется, прислать фото, какие у меня есть работы, ну и там уже потом с вами договоримся о цене, о продаже, о отправке посылки, или так, может, кто-то проживает в Варшаве, то или околиці Варшавы и смогут купить, то буду вам очень благодарна. И хочу поблагодарить вас всех, моих зрителей, моих подписчиков, за то, что вы смотрите мои видео мастер-классы, за то, что вы комментируете, ставите лайки, потому что это очень приятно, это вдохновляет на дальнейшее творчество. И
Я все эти комментарии перечитываю по возможности, отвечаю на них. Есть, конечно, некоторые комментарии не очень приятные, где пишут с критикой, ну, это написано в культурной форме, то я к этому нормально отношусь. Но некоторые есть пишут очень в хамской форме, то таких комментаторов, таких зрителей я сразу блокирую, потому что я не хочу никакого негатива на своем канале. У меня канал про творчество, про любовь к творчеству, про вязание. Так что должны быть только позитивные эмоции. Скорее всего, это пишут такие люди, которые не понимают, сколько труда вложено в этот видео-мастер-класс, так как, во-первых, нужно придумать мастер-класс на игрушку, на это изделие, заснять его, в правильной форме подать так, чтобы было зрителям понятно, смонтировать это видео, выложить. Это очень большой труд, уходит очень много времени, и большая благодарность тем зрителям, которые это ценят и пишут комментарии. Очень вам благодарна. Так что смотрите мой канал «Любовь вязания». Далее будут еще новые видео мастер-классы. Будет много интересного. Вяжите с удовольствием, на радость себе, на радость своим окружающим, на радость своим заказчикам, покупателям. Всем мира, всем добра и до новых встреч в следующих видео.